Приветствую вас на канале Секреты еврейского успеха, канале, где буду рассказывать, как еврею добиваться значительных прогрессов в разных сферах его жизни. И сегодня мы поговорим о том, почему каждый еврей индивидуален, почему у каждого еврея отдельная миссия и почему именно в этом состоит залог нашего успеха. Давайте разбираться. На протяжении всей истории человечества люди по-разному строили модели государственности, у кого-то более тоталитарная, у кого-то более демократичная. В зависимости от этого уже определялась, какая роль каждого конкретного человека в данной системе. И понятное дело, что где-то больше дают раскрываться личности, где-то меньше дают раскрываться личности. Мы, смотря на все вот эти системы, как нам понять, как говорится, а какая из них наша, к чему нам стоит следовать и где вот этот вот еврейский путь, по которому мы должны идти. Для того, чтобы нам определить с правильным ответом, заглянем, понятное дело, куда? В Тору. Так вот, еврей больше некуда ему посмотреть. Так вот, значит, есть у нас два примера постройки общества. Это Вавилонская башня и Иерусалимский храм. Дальше я буду использовать лекцию, точнее ее часть от Рава Байтмана. Поэтому сейчас я исполняю заповедь «Не укради». Есть проблема брать у кого-то информацию, выдавать ее за свою, поэтому говорю вам, что это часть лекции Рава Байтмана. Кто захочет, сейчас это будет максимальная выдержка. Я не люблю делать длинные видео. Кто захочет, посмотрите на его канале. Я думаю, что где-то это должно быть. В общем, поэтому поехали дальше. Значит, Вавилонская башня. В чем ее суть? Это первое строение, которое использовало кирпичи, отесанные кирпичи. В чем суть кирпичей? Каждый кирпич, он одинаковый. То есть мы всех людей взяли, отесали под какой-то шаблон. Кто сказал, что, как говорится, этот шаблон верный, непонятно. Но вот мы всех так взяли, отесали и, собственно говоря, сделали такое общество. Общество абсолютно одинаковых людей. Кто выделяется, тот враг народа и так далее. Думаю, что все понятно, на какие общества мы намекаем. И это является, понятное дело, с точки зрения еврейской, абсолютно неправильной. То есть всякие вот эти диктаторские модели, где человек винтик системы, это не еврейская модель, это неправильное поведение, и нам не надо этому следовать. Каждый еврей индивидуальный, у каждого еврея своя миссия, каждый еврей уникальный. Нам такое общество не подходит. Это пусть кто-то там строит непонятно что, в итоге все равно они ничего не построили. Поэтому, значит, это не наша система. Наша система – это Иерусалимский храм. В чем особенность Иерусалимского храма? Для его постройки нельзя использовать, точнее нельзя оттесывать камни с помощью орудий труда. Нельзя взять там металлическое там, что-то и оттесать этот камень. И отсюда мы учим, как правильно строить еврейское общество. Мы не можем взять евреев, загнать их под шаблоны, потому что у каждого еврея своя цель. Если он не выполнит, ни один другой еврей его уже не может выполнить, не может его заменить. У нас общество уникальных людей. Никого заменить нельзя. Поэтому какое единственное правильное решение? Это значит, есть у нас груда неотесанных камней по форме. Мы должны, значит, начать составлять фундамент и смотреть, а куда этот неотесанный камень идеально подходит вот в той форме, в которой он уже есть. Можно, конечно же, если там чуть-чуть подрихтовать, да, там какие-то качества и так далее, может быть, но изначально нам нужно ориентироваться на то, что вот такой человек, какой он есть, он идеальный. Если это еврей, идеальный еврей. Все. Других вариантов у нас нет. И теперь нам надо определить его место. Посмотрим, может быть, сюда он подходит, может, туда он подходит. Если он не подходит, его ни в коем случае нельзя отесывать. Это значит, что там не его место. Мы должны определить, значит, запомним, окей, у нас есть такая форма, пойдем построим дальше. Может быть, через 20 этажей, и там будет как раз идеально для него место. И в этом является секрет постройки еврейского общества. Мы каждый индивидуальный, у нас у каждого своя цель, у нас у каждого своя миссия, и мы должны для каждого еврея найти его уникальное место, где он может дать нам синергию, сделать себя максимально эффективным и дать нашему обществу максимальную, как говорится, добавочную стоимость и эффект синергии, где мы все вместе, все наши уникальности сольются воедино, и тогда мы построим действительно то еврейское общество, которое будет служить нашей цели, которую мы так стремимся исполнить. Очень часто бывают ситуации, когда мы
видим другого еврея в каком-то неприглядном свете, где-то какой-то кусок камня выпирает, мы пытаемся его либо обтесать, либо сказать ему: ты что, не видишь, что у тебя здесь не обтесанный угол? Так вот, это абсолютно неправильное, как по мне, понимание реальности. Вот представьте, есть какой-то глиняный сосуд, который упал и разбился, и разлетелся на разные кусочки. И вы, значит, начинаете его склеивать, и берете напильник, и так хорошо, значит, все грани опиливаете, склеили, наливаете воду, понятное дело, что будет, все начинает выливаться. Вот точно так же и мы. Если вы видите какого-то другого еврея, он уже цельный, он уже тот, который нам нужен. Он уже праведник, он уже выполняет свою миссию. Нам надо найти его роль, нам надо найти его место. Если мы поможем ему реализовать его потенциал, если мы поможем найти его вот это вот идеальное совпадение с нашим общим пазлом, то тогда мы склеим наш общий глиняный вот этот сосуд, и он будет идеально служить той цели, ради которой он был создан. Поэтому, если вы видите другого еврея, максимально попробуйте помочь ему, попробуйте раскрыть его потенциал, и тогда мы, когда мы станем опять единым и целым, мы сможем жить в мире, в согласии, на нашей земле. Амен, амен, цело. Я думаю, что очень скоро.